приездом, барин. Спасибо, Петр. Вы испачкались. А Павлуша хороший. Мне нравится. Спевайте. К обеду управимся. Вот, пожалуйста. А вот еще. 8 червях. Да ты нас, батюшка, так совсем заиграешь. Червях. Но нет, это нестерпимо. С ним играть нельзя. Или он секрет какой-то знает. Все, у него 8 червей, да 8 червей. Monte Cristo se redresse à l'étang. Bail. L'eau est mort. Le patrie. Что же вы перестали читать? Monte Cristo se redresse à l'étang. Bail. L'eau est mort. Наталья Петровна, вас это занимает? Нисколько. Тогда для чего же мы читаем? А вот для чего? Мне на днях одна дама говорила: ах, вы не читали Монте-Кристо, прочтите, это прелесть. Теперь могу сказать, что читала, никакой прелести не нашла. Мишель, а вы уже видели Аркадия сегодня? Да, я его видел на плотине. Он объяснял что-то рабочим и для большей ясности зашел в песок по колено. Да, он за все принимается слишком большим жаром, слишком старается. Сософота не спал? Oui, je suis d'accord. C'est tellement ennuyeux. Vous êtes toujours d'accord avec moi. Читайте. Oh, vous voulez que nous discutons? Bien. Je veux. Я хочу, чтобы вы хотели. Читайте, вам говорят. Монте-Кристо, ça Нет, redresse? бросьте эту книгу. Лучше расскажите мне что-нибудь. Извольте. По дороге к вам я был у Креницыных. Вообразите, наши молодые уже скучают. Да. Почему могли это заметить? Да разве скуку можно скрыть? Все другое можно, но скуку нет. А все другое можно? Думаю, да. Вам должно быть часто скучно бывает с друзьями. Как будто вы не знаете, что значит присутствие человека, которого любишь и который надоедает. Послушайте, Мишель, вы, конечно, очень умны, но мы с вами иногда разговариваем, точно кружево плетем. А вы знаете, как кружево плетут? Нет. В душных комнатах, не двигаясь с места. Кружево отличная вещь, но иногда глоток свежей воды в жаркий день гораздо лучше. Чем более я на вас гляжу, Наталья Петровна, тем более нахожу у вас какую-то перемену. В самом деле? Ну тогда сделайте одолжение. Вы же меня знаете? Угадайте, в чем состоит эта перемена? Что со мной такое произошло? Посмотри-ка, посмотри-ка, что у меня!
славный лук. Кто тебе его сделал? Вот он! Я уже стрелял в него в дерево и попал 2 раза. Я его очень люблю, маман, очень. Я и тебя очень люблю. Ну, беги. Алексей Николаевич! Да, забыла вам сказать, мы без вас тут нового учителя русского наняли. Мы его, впрочем, только на летние месяцы взяли. Ну что, не устал еще? Пойдем еще постреляем. Вот туда. Алексей Николаевич обещал нам качели сделать. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, доктор. Как поживаете? Да что со мной делается? Порядочный доктор болен не бывает. Разве вдруг возьмет, да умрет? А вы здоровы? Я здорова, но не в духе. А это тоже ведь, кажется, нездоровье. Здравствуйте. И вы тут, Михаил Александрович. А позвольте-ка ваш пульс. Ох уж эти мне нервы, нервы, нервы. Мало гуляете, Наталья Петровна, мало смеетесь. Я не прочь смеяться. Вот вы доктор, у вас злой язык, я вас за это люблю и уважаю. Расскажите мне что-нибудь смешное, а то вот Михаил Александрович сегодня все философствует. Да ведь, матушка моя, смешное смешному рознь. Однако позвольте. Знаете ли вы Вереницына Платона Васильевича? Кажется, знаю. Так у него дочь. Такая, знаете, глазки бледненькие, носик красненький, на фортепианах играет. За ней 200 душ. До теткиных 150. Невеста не из последних. Ну, начал он ее возить, стали женихи появляться, некто Перекузов. Худосочный молодой человек. Робкий, но с отличными правилами. Понравился отцу, понравился и дочери. И все шло прекрасно. Как вдруг, откуда ни возьмись, заезжий офицер. Ардалеон Протобекасов. На балу предводителя протанцевал с ней 3 польки, тут барышня и свихнулась. На Перекузова не глядят. От одного слова свадьба корчи делаются. И что же вы думаете, она отцу говорит? Я, дескать, батюшка, не знаю, кого из них люблю. Того или этого. И уж лучше ни за кого не выйду. Вот, извольте рассудить, какие у нас чудеса происходят. Я ничего удивительного в этом не нахожу. Будто нельзя 2 людей разом любить. А, впрочем, не знаю, может, это доказывает только то, что ни того, ни другого не любишь. Ваш рассказ очень хорош, но вы меня не рассмешили. Да, барыня вы моя, кто вас теперь рассмешит, помилуйте. Вам теперь не того нужно. Чего же мне нужно? А Господь ведает. Какой вы скучный. Не лучше Ракитина. Was machen Sie? Ich sage, stellen Sie bitte. Es ist nicht so. Das ist Zeit zu lernen. Наталья Петровна, у меня есть дельце до вас. Вот как? Один хороший, знакомый, меня просил узнать, то есть ваше намерение насчет вашей воспитанницы Веры Александровны. Мои намерения? Говоря без обиняков, мой знакомый... Уж не сватается ли он за нее? Точно так. Вы шутите. Никак нет. Помилуйте, Вера еще ребенок. Какое странное поручение. Ну, чем же странно, Наталья Петровна? Мой знакомый... Вы большой делец, Шпигельский. Здравствуйте, Игнатий Ильич. Верочка, с кем ты так долго гулял? Я тебя не видала с утра. Как раскраснелась. С Алексеем Николаевичем, с Коленькой. И что вы делали? Сперва мы ходили смотреть, как плотину копают, а потом Алексей Николаевич на дерево за белкой полез. Нам стало страшно. А потом Алексей Николаевич хотел нам змея сделать. И Ну вот... и очень вы веселились. Да, Алексей Николаевич такой смешной. Дитя, совершенное дитя, как вы полагаете, Шпигельский. Я с вами согласен.
Но ведь это ничего не мешает. Вы думаете? Ну, Ступай, Верочка. Вы у нас обедаете? если позволите. Конечно. Господин Кода, сегодня свою лекцию еще не прочитал. Kommen Sie. Морган, Herrschaft, Морган. Morgen, morgen, nur помогите. nicht heute, sagen alle faule Leute. Kommen Sie. Ich sage, kommen Sie. Ну, слушайте же третий куплет. Козлика жалко. Серый его. И укрепи подпоры. Хорошо. Понял, Аркадий Сергеевич? Ну. Здравствуй, Мишель. Да мы уже виделись сегодня, Аркадий. Извини, совсем захлопотался. Извини. Вот странное дело, а? Русский мужик. Очень смышлен, очень понятлив. Я уважаю русского мужика. Но между тем, вот иногда толкуешь ему, толкуешь. Говоришь, ясно кажется. А пользы никакой. У мужика русского нету любви к этой, к работе. Он тебе твоего мнения толком хорошо высказать не даст. Слушаю, батюшка. А какой слушаю? Просто не понял ничего, вот все. Вот, посмотри-ка на немца, то ли дело. Нет, терпения нету русского. Но со всем тем я его уважаю. Давай. А Наташа где, не знаешь? А, сейчас здесь была. Обедать пора. Дел пропасть. Время вот такое уходит, беда. Что ты? Смеешься надо мной? Ну, что делать? Каждому свое. Я человек положительный, рожден быть хозяином, больше ничем. Было время, я о другом мечтал. Да, осекся. Палец себе ожег. А вот и Беляев идет. Беляев? Да, наш новый учитель русского. Малый не глупый. Я его попросил сегодня постройки посмотреть. Что? Не делают ничего, небось? Нет, почему работают? Так, а второй сруб кончили? Начали третий. Ага. А насчет венцов вы сказали? Сказал. Ну, благодарствуйте. Да, Беляев Алексей Николаевич, студент. А это господин Ракитин Михаил Александрович. Старинный наш друг. Наташенька, здравствуй. 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 Голубушка моя, радость моя. Аркаш. Мишель, насчет веялки. Я тебе рассказывал? Нет. Ну, просто ураган. Пойдем посмотрим. Наташа, ты с нами? Будто я понимаю, что в ваших веялках. Ступайте сами. Ладно, ладно. Мишель, такую же... я Куда видел же вы, Алексей в Николаевич? Лондоне. Нам- Впрочем, если вы хотите гулять. Да нет, я целое утро был на воздухе. Алексей Николаевич, мы с вами еще толком не поговорили. Не познакомились. Ну как, а? Хороша? Работает? Я вижу, вы меня боитесь. Вот, погодите, вы меня узнаете. Перестанете бояться. Вам сколько лет? 21 год. А родители ваши живы? Мать умерла, а отец жив. Давно ваша матушка скончалась? Давно. А как вы находите моего Колю? Ну, он очень милый мальчик. Не правда ли? Такой любящий, он уже успел привязаться к вам. Алексей Николаевич, сделайте из него доброго, проворного мальчика. Я готов стараться. Я рад. Я хочу, чтобы он с удовольствием вспоминал о времени своего детства. Я была иначе воспитана. Мой отец был человек не злой, но раздражительный и строгий. Все в доме, начиная с маменьки, его боялись. Мы с братом всякий раз крестились, когда нас звали к нему. Следы этой робости со временем, может быть, не исчезли совершенно. Я знаю, я с первого взгляда кажусь, как это сказать, холодной, что ли.
Я замечаю, что рассказываю вам о себе вместо того, чтобы говорить о Коле. Просто я хотела сказать, как хорошо ребенку расти на воле. Вот вас, я думаю, в детстве никто не стеснял. Ну, как вам это сказать? Меня, конечно, никто не стеснял. Мной никто не занимался. Впрочем, это должно быть заметно. Я слишком хорошо чувствую свои недостатки. Может быть. Но когда мы сблизимся с вами, а ведь мы с вами сблизимся, я чувствую к вам доверие. Наталья Петровна. А, это вы, доктор? А мы тут с Алексеем Николаевичем... Вообразите, какие дела у вас происходят. Вхожу я в людскую, спрашиваю больного кучера. А он сидит за столом и... Алексей Николаевич! On n'entre pas comme cela dans une chambre. Cela ne convient pas. Что ты хотела? Коля, то есть Коля просил насчет змея? Наташа! Наташа, Аркадий уже вернулся с плотины. А Михаил Александрович где? Не пора ли обедать? Я сейчас прикажу. Mon enfant, вы надели другое платье к обеду? Да, я согласен с вами. Захожу я в людскую. Einmal Sie bitte. А кучер сидит за столом. Простите, что? Здорово. Пожалуйста. Но надо же. Спасибо большое. А это что? А я слышала, как Леша кричит жалобно-жалобно. Леша не кричит, он не мой. Он только в ладоши хлопает, да трещит. А ты откуда знаешь? Бабка сказала. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés de voitures, d'une forme, d'une matière brillante. Portant des hommes et des femmes d'une beauté, d'une matière brillante. Portant des hommes... Portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière. Traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse. Adam Ivanovitch! C'est probablement le pays où tout va bien. Car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Посмотри, посмотри. Алексей Николаевич, скажите, а у вас есть друзья в Москве? Вы их любите? Люблю. А вы разве не любите своих друзей? А у меня нет друзей. Ну как же это? Вы говорите, что у вас нет друзей. А я-то что? Вот другое дело. Вы воспитывались в Москве? В Москве госпожа Болюс. Наталья Петровна меня оттуда в прошлом году взяла. А кто вас в пансион поместил? Наталья Петровна матушка покойница. Я у нее в доме воспитывалась, я сирота. Сирота и ни отца, ни матери не помните? Нет. И у меня мать умерла. Мы оба с вами сироты. А говорят, что сироты между собой скоро дружатся. В самом деле? А как вы думаете? Я думаю, что скоро. Скажите, а вы же знаете нашего соседа Афанасия Ивановича Большинцова?
Что он за человек? Большинцов? Да. Глупый, толстый, тяжелый человек. Впрочем, дурного о нем ничего сказать нельзя. Ну, может быть, он не так глуп и тяжел, как вы думаете. Что? Что вы на меня так глядите? Я гляжу на вас. Я счастлив. Наконец мы одни. Послушайте, Мишель, наши отношения, они так чисты, так искренни. Но все-таки не совсем естественно. Мы с вами не только Аркадию, мы всем можем прямо в глаза смотреть. Я люблю вас, но это чувство, оно меня не волнует. Я им согрета, но вы никогда не заставили меня плакать. А я, казалось бы, должна была. Что это значит? Такой вопрос не требует ответа. О, какой хвост. Алексей Николаевич, Что? что бишь я хотела вас спросить? Право забыла, что я хотела вас спросить. Вы так рассеяны. Нет, но почему вы не зовете меня Верочка? А вы разве можете звать меня Алексеем? Наталья Петровна. Они как будто от нас убегают. Я ей скажу. Она, конечно, дитя, но это наедине с молодым человеком это неприлично. Сегодня жарко, я устала. Сядемте. Шпигельский уехал? Да, уехал. Напрасно вы его не задержали, мне нужно было закончить с ним разговор. Можно узнать о чем? Нельзя. Вы и без того знаете, что я делаю, что я думаю. Вы наблюдаете за мной с утра до вечера. Может быть. Тогда позвольте мне сообщить вам одно замечание. Сделайте одолжение. Вы с некоторых пор, Наталья Петровна, находитесь в каком-то раздраженном состоянии. Это раздражение в вас внутреннее. Вы словно боретесь с собой. Что же вы из этого заключаете, господин наблюдатель? Ничего. Ничего. Но меня это беспокоит. Changez le sujet, s'il vous plaît. Comme vous voulez, мадам. Давайте о природе. Посмотрите, Наталья Петровна, как хорош этот темно-зеленый дуб на темно-синем небе. Сколько в нем несокрушимой жизни и силы. Особенно, когда вы его сравните с той молоденькой березой. Она словно вся готова исчезнуть в сиянии. Ее мелкие листочки блестят каким-то жидким блеском, как будто тают. А между тем и она хороша. Мишель, вы так тонко чувствуете красоты природы и так умно о ней говорите. Природа должна быть вам несказанно благодарна, но поверьте, она гораздо грубее и проще, чем вы полагаете.
Куда вы? Во-первых, я хочу посмотреть, что делает Верочка. А во-вторых, признаюсь, наш с вами разговор мне не нравится. Я думаю, что на некоторое время нам нужно прекратить наше рассуждение о природе. Вам, может быть, угодно гулять одной? По правде говоря, да. Но мы же расстаемся друзьями. Еще бы. До свидания. До свидания. Афанасий Иванович, вы прекраснейший человек во всех отношениях. Притом у вас, кажется, 300 душ? 320. Ну вот, видите, отличнейший человек и жених хоть куда. Позвольте мне вам признаться, как моему самому лучшему другу, в одной слабости. Я дома, кажется, на все был готов. А теперь вот робость одолевает. Да чего же вы робеете? Риск. Большой риск. Что? Игнатий Ильич, позвольте вам признаться, что я с дамами, так сказать, женским полом, я вообще мало имел сношений. Я, Игнатий Ильич, даже не могу придумать, о чем можно с особой женского пола поговорить, а тем более наедине, и особенно с девицей. Ну, вы меня удивляете. Вот по этому поводу я хотел прибегнуть к вам, что касается вашего... Здравствуйте, господа. Шпигельский, я, признаться, вас сегодня уже не ожидал. Да я и сам того, я и сам не воображал, да вот заехал к господину Большинцову, а он ж в коляске сидит, сюда едет. Но я тот часа глубли назад, да вместе с ними вернулся. Вы разве не встретили Наталью Петровну? Нет, мы же не прямо из дома сюда пришли. Афанасий Иванович хотелось посмотреть, есть ли в рощице грибы. Я? Ну да, мы же знаем, что вы до Подберезников большой охотник. Так Наталья Петровна домой пошла. Ну что ж, и мы за ней пойдем. Конечно, конечно. Вы можете остаться здесь, грибов посмотреть. Я передам Наталье Петровне, что вы приехали. Какие грибы? Ну и как вам нравится жизнь в деревне, Алексей Николаевич? Да я люблю деревню. Одна беда, здесь охота плохая. А вы охотник? Да. А вы? Я нет, я, признаться, плохой стрелок. Я слишком ленив. Да я ленив. Но только не ходить. А что же вы читать ленивы? Нет, читать я люблю. Мне лень долго работать. Особенно одним и тем же предметом заниматься. Ну а с дамами разговаривать? Да вы смеетесь надо мной. Дам я больше боюсь. Михаил Александрович, скажите, а где здесь можно достать порох? В городе, Олег? Он там продается под именем Мака. А вам нужно хорошего? Да нет, хоть винтовочного. Мне не стрелять, а фейерверки делать. Вы умеете? Умею. Я уже и место выбрал. Я умею делать римские свечи, которые горят на воде. Я слышал, Наталье Петровне не нравится. Наталье Петровне будет очень приятно такое внимание с вашей стороны. Афанасий Иванович, я на вашем месте просто сказал бы Вере Александровне. Наедине? Непременно наедине. Повторяйте.
Вера Александровна, Вера Александровна. я вас люблю. Да. И прошу ваши руки. Люблю руки. Я человек добрый, смирный, не бедный. Вы будете со мной совершенно свободны. Извольте обратить на меня немножко побольше внимания. Что это, Лизавета Богдановна так долго держит Колю за фортепианами? Ему же, наверное, хочется побегать. Так ведь надобно и учиться, Алексей Николаевич. Ну, конечно, не всем же быть такими шалопаями, как я. Именно то, что вы в себе считаете недостатком, это ваша непринужденность, ваша свобода. Это и нравится? Кому, например? Да хоть бы Наталья Петровна. Господа, вот вы где. Алексей Николаевич, куда же вы останетесь? Во-первых, не будьте так застенчивы. Это вам не пристало. Вот, постойте, мы с Михаилом Александровичем займемся вашим воспитанием. Не правда ли? А как у нас дело хорошо пойдет. Вы будете заниматься Колей, а мы вами. Я вам буду благодарен, Наталья Петровна. Да, кстати, а что вы сделали с вашим змеем? Знаете что? Давайте сейчас возьмем Колю, Верочку, змея и все вместе отправимся на луг. С удовольствием. Прекрасно. Пойдемте. Возьмите мою руку. Возьмите, возьмите. Ну какой вы неловкий, правда? Ну что же. Ой, нет. Куда же вы опять за грибами? Не робейте. Здравствуйте. Почтили. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Афанасий Иванович Шпигельский. Я вас не ожидал сегодня увидеть. Впрочем, я очень рада. Вот этот барин непременно желал привезти меня сюда. Я ему очень благодарна. Но разве вас нужно заставлять к нам ездить? А мы идем змея пускать. Вас, господа. Я думаю, это не может слишком занять. Вы люди умные. Это может показаться шалостью. Впрочем, мы не мешаем вам за нами идти. Пойдемте, Михаил Александрович, посмотрим, как они будут змея пускать. Хоть мы и умные люди. Алексей Николаевич, а что вы думаете по этому поводу? Согласны? Малиновое варенье удалось. Матвей, самовар не остыл? Следи за этим. Слежу, барин, слежу. Очень вкусно. À Paris, on trouve une marmelade merveilleuse. Оставь это здесь. Вот возьмите.
войдите в мое положение. Я ведь Большинцову по желанию Натальи Петровны сюда привез. А теперь... С одной стороны, она на меня дуется, словно я глупость сделал. С другой, Большинцов не дает мне покоя. И охота же вам было взяться за это дело. Ведь Большинцов между нами, он просто глуп. Однако Николаевскую дорогу уже до Твери дотянули. Экую новость вы изволили сказать. Я не про дорогу, я про Большинцова. Из чего вы так хлопочете? Из чего, ну. Человек мне покоя не дает. Притом же он мой старинный приятель. Да? Ну, тогда это другое дело. Но, впрочем, я с вами хитрить не хочу. Вас не обманешь. Ну да, он мне обещал. У меня престижная на ноги села, так он мне обещал. Другую престижную? Нет, признаться, целую тройку. Давно бы так сказали. Нет, ну вы, пожалуйста, не подумайте. Я желаю только одного. Пусть мне ответят, да или нет. Не о женитьбе речь идет, а о позволении ездить, посещать. Кто же это может запретить? Да ведь Большинцов человек робкий. Притом его намерения самые благородные. Да, и лошади хороши. И лошади хороши. Может, Матвея позвать? Я вас, вы видите, вот не хочу обманывать. Дело ясное, как на ладони. Годится хорошо, не годится, ну так и сказать. Все это прекрасно положим. Да я-то тут что? Эх, Михаил Александрович, ну разве мы не знаем, что Наталья Петровна вас очень уважает? И даже иногда слушается вас? Право, будьте друг, замолвите словечко. И вы думаете, что это хороший муж для Верочки? Я убежден в этом. Батюшка, отец, благодетель, 2 рыжих на пристяжке, гнедая в корню. Похлопочите. Ну, хорошо. Хорошо. Смотрите, я полагаюсь на вас. Жил был у бабушки. Это вы, Мишель? Вам как будто неприятно. Полноте, Мишель. Этот ваш Шпиглевский, он просто смешон. Что он вам тут такое наговорил? Он не в свои дела мешается, он большой циник. Вы вчера не так об нем отзывались? Он мне говорил о Большинцове. Об этом глупом человеке? И о нем вы вчера не так отзывались. Вчера, не сегодня. Для всех, но, видно, не для меня. Я понимаю ваш упрек, но вы ошибаетесь. Какие бы глупые мысли не занимали меня, я ни на кого так не полагаюсь, как на вас полагаюсь. И я никого так не люблю, как вас. Je ne me crois pas. Je vous crois, но... Что с вами? Осторожно. Послушайте, Мишель, я хочу быть с вами откровенна. Признаюсь вам, Мишель, этот студент произвел на меня довольно сильное впечатление. Я это знал. Вот как? Вы заметили? Давно ли? Я говорил вам о перемене, произошедшей в вас. Я тогда еще не знал, к чему приписать ее. Вчера на этом лугу я не узнавал вас. Вы смеялись. Ваши глаза блестели, и с каким радостным вниманием вы глядели на него. Нет, Ракитин, нет, нет, к чему преувеличивать. Этот человек заразил меня своей молодостью. Так же скоро пройдет, как пришло скоро. Об этом даже говорить не стоит. Только вы не отворачивайтесь от меня. Вы на меня сердитесь? Нет, но мне жаль вас.
Поговоримте лучше о Большинцове. Доктор ожидает ответа насчет Верочки. Вы знаете, Доктор ожидает ответа. Да кто его просил вмешиваться? он уверял меня, что вы сами. Нет, я ничего положительного ему еще не сказала. Притом я могу переменить свое намерение. Он только желает знать, какой ответ. Мишель, ну к чему эта холодная вежливость? Ну в чем я виновата? Я пришла к вам в надежде услышать совет друга. А вы? Теперь вы Бог знает, что думаете. Вы ревнуете. Je n'ai pas de droit d'être jaloux, Наталья Петровна. Comme vous voulez. А что касается Большинцова, с Верочкой я еще не говорила. Я мог бы вам сейчас ее позвать. Зачем сейчас? Ну, впрочем, как хотите. Так прикажете прислать ее? Как вам будет угодно. Наталья Петровна, вы меня спрашивали? Вера, да, я тебя спрашивала. Катя, оставь нас. Вера, сядь. Послушай, Вера, мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить. Видишь ли, душа моя, до сих пор ты была еще ребенком, но тебе 17 лет, и тебе пора подумать о своей будущности. Ты знаешь, ты для меня всегда была как дочь. И мой дом всегда будет твоим домом. Но в глазах других людей ты сирота, ты небогатый, и со временем тебе может наскучить жить у чужих людей. Хочешь быть хозяйкой? Полной хозяйкой в своем доме. Я вас не понимаю, Наталья Петровна. У меня просят твои руки. Да, мне, признаться, тоже это кажется несколько странным. Но я только сочла своим долгом сообщить тебе. Я ваша власть, Наталья Петровна. Но, боже мой, Верочка, как тебе не стыдно? Я разговариваю с тобой, как с дочерью, а ты... Ну-ка сейчас же рассмейся. Я приказываю. Верочка, будь со мной, как ты была бы... Как ты бы была со своей матерью. Или вообрази, что я твоя старшая сестра. И давай просто поговорим вдвоем обо всех этих чудесах. Хочешь? Я готова. Вот представь, приходит к тебе однажды твоя старшая сестра и говорит: Верочка, за тебя сватаются. Что ты ей ответишь? Что ты еще очень молодая, не думаешь о свадьбе? Да. Твоя старшая сестра с тобой согласится. Жениху откажут, и делу конец. Но вот только если жених хороший, состоянием, и готов ждать, и просит позволения только изредка тебя видеть, в надежде со временем тебе понравится. А кто жених? А ты не догадываешься? Нет. Правда, он не очень молод и не очень хорош собой. Большинцов. Афанасий Иванович? Да. Разве в его летающий женится? Я вижу. Большинцову здесь делать нечего. Если бы ты при его имени расплакалась, он мог бы еще надеяться. Но ты рассмеялась.
Ему остается одно — отправляться с Богом восвояси. Оно и понятно, девочке в твои лета не может понравиться такой человек, как Большинцов. Все же хотят выйти замуж по любви. Не правда ли? Разве вы не по любви вышли за Аркадия Сергеевича? Конечно, по любви. Ну что ж, дело решенное. Большинцов в отставке. Нравится? Угу. Стало быть, мы с тобой теперь большие приятельницы. Верочка, а если я спрошу тебя, ты не хочешь замуж за Большинцова только потому, что он гораздо старше тебя и собой не красавец? Да разве этого недовольна, Наталья Петровна? Ну, я не спорю, но другой причины нет никакой. Твое сердце до сих пор молчит. М? Ты никого еще не любишь? Я вас люблю, Коленьку, Анну Семеновну. Я с тобой не об этой любви говорю. Я вижу, ты меня не понимаешь. Нет, она и мне нравится, но... Ну, вот Ракитин, например. Я Михаила Александровича очень люблю. Как брата? А Беляев? Алексей Николаевич? Да. Он мне нравится. Да. Он хороший человек, но так со всеми дичится. Нет, со мной он не дичится. Вам, может быть, от того это кажется, что он вас боится. Почему ты знаешь, что он меня боится? Он мне сказывал. Так это что, он с тобой откровеннее, чем с другими? Ну, я не знаю, как он с другими, но со мной. Может быть, от того, что мы оба сироты, притом я в его глазах ребенок. Ты думаешь? Впрочем, он мне тоже очень нравится. У него должно быть доброе сердце. Да, он со всеми говорит, всем помочь готов. Он мне однажды цветок с такого обрыва сорвал, что я от страха даже глаза закрыла. Я думала, что он упадет и расшибется. Однако же это странно. А чего же он со мной? Да я же вам говорю, что он вас не знает. Но постойте, я ему скажу. Я ему скажу, что вас нечего бояться, что вы так добры. Спасибо. Вот вы увидите. А он меня слушается. Даром, что я моложе его. Не знала, что ты с ним в такой дружбе. Однако, Вера, смотри, будь осторожна. Не сердись на меня за мой педантизм, дитя мое. Я, впрочем, тебе это напрасно говорю, ведь он тебе просто нравится, и все. А если твоя сестра спросила бы тебя, Вера, ты точно никого не любишь? Что бы ты ответила? Любишь. Я сама не знаю, что со мной. Бедняжка Вера, ты влюблена. А он? Вера, он? Что вы меня спрашиваете? Я не знаю. Может быть, я не знаю. Не знаю. Наталья Петровна, что с вами? Со мной ничего. Вы так бледны, Наталья Петровна. Ничего. Оставь меня. Ступай. Непременно будет дождь, непременно. Пойдемте. Пойдемте, Лизавета. Угу. Ну давай, шевелись, шевелись. Прикрывай, ноги сюда. Наталья Петровна, Зачем вы пришли?
Мне Вера Александровна сказала, что вы нездоровы. Что? Я здорова. Откуда она знает? Но, может быть, я не знаю. Да вам-то что? Я пришел просить у вас прощения. Я был несказанно глуп и груб с вами. Простите меня. Видите ли, Наталья Петровна, Извините, Ракитин, я не слышала, что вы мне сейчас тут такое говорили. я говорил... Я просил у вас прощения. Ракитин, скажите, что со мной? Вы влюблены. Нет, это безумие, Ракитин, это невозможно. Разве это может так? Внезапно. А вы знаете, эта девочка Вера, она его любит. Они оба друг в друга влюблены. В таком случае еще одной причиной больше. Я давно это подозревала, но она сама мне во всем призналась. Вы, кажется, хотели мне что-то сказать. Ракитин, ради бога, посоветуйте. А что мне делать? Скажите, что вы верите мне, что вы не сомневаетесь во мне. Я не стану говорить вам о вашем муже, вашем долге. В моих устах эти слова неуместны, но вот вам мой совет. Он должен уехать. Ракитин, я до того дошла, что я уже была почти готова. Эту бедную девочку Верочку выдать замуж за глупого смешного старика. Мне духу не хватило, когда она рассмеялась мне в ответ на мое предложение, тот доктор. Я позволяла ему значительно улыбаться. Я сносила его насмешки. Спасите меня. Наталья Петровна, вы видите, я был прав. Он должен уехать. Он должен уехать. А вы? Вы останетесь? И он, и я, мы оба должны уехать. Навсегда. Для чего же жить потом? Как для чего жить? Боже мой, неужели же до этого дошло? Если вы хотите, после его отъезда я могу на несколько дней еще остаться. Что? Я вас понимаю. Вы рассчитываете на нашу прежнюю дружбу. Вы надеетесь, что я приду в себя и вернусь к вам. Не правда ли? Зачем вы меня оскорбляете? Нет, Мишель. Простите меня, сама не знаю, что я говорю. Помогите мне. Пожалуйста. Мишель, я не знаю, пожалуйста, я прошу вас. Мишель. Мишель, что это значит? Что за сцена? Так? Ничего. О чем вы с ней говорили? Она будто плакала. Ты ее утешал. Что это, Мишель? Право, ничего. Однако, как же ничего, Михаил Александрович? Нет, вы лучше оставьте ее теперь в покое. Прошу вас. Я обещаю вам сегодня же все объяснить. Слово даю. Аркаша, но... Пожалуй. Только это удивительно. Прежде с Наташей такого не бывало. Главное, что могло заставить Наташу плакать. Маменька. И от чего она ушла? Разве мы чужие? Между вами какая-то тайна. Тайна. Но ты ее узнаешь. Пойдемте, маменька. Пойдемте, пойдемте. Вы же слышите, он обещается нам все объяснить. Ты можешь быть спокоен. А я спокоен, совершенно спокоен. Пойдемте, маменька. Я ничего не поняла, мне ничего не ясно. Алексей Николаевич. Мне нужно объясниться с вами. Алексей Николаевич, я недовольна вами. Правда, даже не знаю, с чего начать.
Впрочем, я должна вам сказать, что ваше общение с Колей мне нравится. Так что же это может быть? А вы не догадываетесь? Нет. Неужели вы думаете уверить меня в том, что вы ничего не заметили? Вера вас любит. Да не спеши. Алексей Николаевич, вы думаете, что я сержусь на вас? Я просто немного взволнована. Я не сомневаюсь, что вы теперь, зная об отношении Веры к вам, будете избегать свиданий в саду и прогулок наедине. Не правда ли? Я могу на вас надеяться. Наталья Петровна, поверьте, я умею ценить, но все, что вы мне сказали, кажется мне до того странным, что я... Алексей Николаевич, я должна вам сказать, что Вера думает, что вы тоже к ней не совсем равнодушны. Наталья Петровна, я вижу, мне нельзя остаться у вас в доме. Вы, казалось бы, могли подождать, пока я вам сама откажу. Вы были со мной откровенны. Позвольте мне быть откровенным с вами. Я не люблю Веру Александровну, по крайней мере, не люблю ее так, как вы предполагаете. Я ей все скажу, всю правду. Я не хочу ее обманывать, но после подобного объяснения мне будет трудно здесь остаться. Я всегда с благодарностью буду вспоминать о вас. Позвольте мне удалиться. Я просто хотела предупредить вас. И я не вижу оснований для вашего отъезда. Впрочем, как хотите, я не привыкла удерживать людей против их воли. Мне это глубоко неприятно. Поверьте, я не желал причинить вам и малейшую неприятность. Я остаюсь. Я не думала, что вы так легко перемените свое решение. Может быть, вы и правы, может быть, вам действительно нужно уехать. Я подумаю, я дам вам знать о своем решении. Я готов ждать. Но вы мне обещаете? Что? Вы, кажется, хотели поговорить с Верой. Я не думаю, что это будет прилично. Я дам вам знать о своем решении. Может, вы и правы. Теперь я думаю, что вам действительно лучше уехать. До свидания. А признайте, Елизавета Богдановна, дождик это не кстати, Паша. Прервал наше объяснение на самом чувствительном месте. Знаете, Игнатий Ильич, Да-да. Наталья Петровна не совсем выгодна от вас от всего В самом деле, видно, барыня мне по нутру, коли у нашего брата глаза заячьи. Я, право, не могу придумать, что с ними сегодня совсем. Много будете знать, до времени состаритесь, Елизавета Богдановна. Ну, впрочем, бог с ними, поговорим лучше об нашем деле. Что вы у меня спрашиваете, Игнатий Ильич? Эх, Елизавета Богдановна, что вам за охота жеманиться? Мы ведь с вами люди немолодые, эти церемонии, нежности, вздохи, это все к нам не идет. Итак, вот в чем вопрос. Мы ведь друг другу нравимся. Ну, по крайней мере, я вам нравлюсь. Игнатий Ильич, право. Ну да, извините. Я, конечно, про себя должен сказать, что я человек рода невысокого. Ну да ведь и вы не знатного происхождения. Я человек небогатый, но практика у меня порядочная. Больные мои, слава богу, не все мрут. У вас, по вашим словам, 15 тысяч наличных денег, и это все недурно. И вам не хочется всю жизнь сидеть в гувернантках. А мне не то чтобы наскучила холостая жизнь, а старею я. Да и кухарки меня грабят. Но вот в чем затруднение, Елизавета Богдановна. Мы ведь друг друга вовсе не знаем. Мне всегда казалось, что вы очень любезный человек. Вот видите, от того, что я перед чужими дурачусь, анекдоты рассказываю, вы уж и подумали, что я в самом деле веселый человек. Да если бы я в них не нуждался, в этих чужих-то, я бы не посмотрел на них.
Легкое заблуждение носит в себе яд. Перед вами мне нечего скрываться. Доктор, я плохой. И уже если вы когда у меня заможете, не я вас лечить стану. Что же касается до моего нрава, то я должен вас предупредить. Дома я угрюм, молчалив. А впрочем, я не ревнив и не скуп. И в мое отсутствие вы можете делать все, что угодно. Вот вам мои исповеди. Ну, что вы теперь скажете? Что мне вам сказать, Игнатий Ильич? Если вы не очернили себя с намерением, Да чем же я себя очернил? Другой бы на моем месте преспокойно промолчал бы о своих недостатках. Но я для этого слишком горд. Да-да, горд. Я перед моей будущей женой притворяться не намерен. Кстати, сколько вам лет? мне 30 лет. А вот и неправда, вам целых 40. Совсем не 40, а 36. Но все же не 30. Итак, вы мне на днях дадите ответ? Я вам завтра же скажу мое решение. Ай да, Лизавета Богдановна, дайте же мне вашу руку. А, кстати, я не поцеловал ее у вас. А оно, кажется, требуется. Алексей Николаевич, я слышала, у вас был неприятный разговор с Натальей Петровной. Вы уезжаете? Откуда вы знаете? Еще ничего не решено, Вера Александровна. Я, может быть, и останусь. Вера Александровна. Все решено. Она хотела поймать меня, и я глупая. Но и она себя выдала. Я все-таки не такой же ребенок. Наталья Петровна мне все сказала. Что, например? Она вам, может быть, сказала, что я вас люблю? Да. Это неправда. Это неправда. Я, по крайней мере, не так. Вера Александровна, послушайте, между нами не должно быть недоразумений. Я вас люблю как сестру. Я вас люблю, потому что вас нельзя не любить. Я отроду не был в таком положении. Я знаю, что я понравился вам. Но посудите сами, что из этого может выйти. Мне всего 20 лет, со мной гроша нету. Я, право, не знаю, что вам еще сказать. Ты что-нибудь требовала. Боже мой, ну зачем же так жестоко и так немилосердно? Вера Александровна. Я вас не обвиняю, Алексей Николаевич. Я виновата одна я и ее не обвиняю, я знаю. Она не могла переломить себя. Подождите. Вера Александровна. Наталья Петровна вас любит, Беляев. Я знаю, что говорю. Она вздумала ревновать ко мне. И теперь она поняла, что я не опасна, и сама еще надеется. Может быть, она права, и вы ее любите? Почему вы молчите? Вы ее любите? Вы можете ее полюбить? Почему вы не отвечаете на мой вопрос? Вы даже не удостоите мне ответа. Наталья Петровна. Ты неосторожна была. А вы, Алексей Николаевич, не сдержали своего обещания. Наталья Петровна, перестаньте. Полно вам говорить со мной, как с ребенком. Я женщина сегодняшнего дня. Такая же женщина, как вы. Вера. Не он искал этого свидания со мной, ведь он меня не любит. Вы это знаете, вам нечего ревновать. Хитрите больше. Я знаю, я для вас, Наталья Петровна, не воспитанница, за которой вы наблюдаете как старшая сестра. Я для вас соперница. Вы забываете. Я сама не понимаю, откуда мне берется столько смелости так говорить с вами. Может быть, я говорю это от того, что вам было угодно растоптать меня. И вам это удалось совершенно. Но я не намерена с вами лукавить, так как вы со мной. Нет, ну скажите. Скажите, что я ошибаюсь. Скажите, что вы его не любите. Скажите мне. Вера.
Вера права. Мне остается одна откровенность. Полная откровенность, какими бы ни были последствия. Я не намерена более оправдывать свое поведение. Я вас люблю, Беляев. Но знаете, одна только гордость вынуждает у меня это признание. Комедия разыгранная, но до сих пор возмутила меня наконец. У меня только одно извинение, Алексей Николаевич. Все это не было в моей власти. Я благодарю вас за ваше молчание. Прощайте. Наталья Петровна, я не умею говорить с дамами. Помилуйте, кто вы и кто я. Я боялся вас, я и теперь боюсь. Но я без всякого преувеличения глядел на вас, как на существо высшее. Между тем вы говорите мне, что вы меня любите. Вы меня, Наталья Петровна. Я знаю, мне нельзя здесь остаться. Но я не могу передать вам все, что во мне происходит. Все это так ново для меня. Мне кажется, я вижу вас. Слышу вас первый раз. Я уже ни за что отвечать не могу. Беляев, вы должны уехать. Я знаю, я завтра же уеду. Может, оно и к лучшему. Все разом прекращено. Я завтра уеду. Я уеду. А там что Бог даст. Ну как же это я до сих пор не узнал вас? Неужели я когда-то старался избегать вашего взгляда? Наталья Петровна. Беляев, останьтесь. А вас везде ищут, Наталья Петровна. Кто меня ищет? Аркадий. Это несносно. Чего они все от меня хотят, следя за мной на каждом шагу? Я встретила Алексея Николаевича, у нас с ним было небольшое объяснение. Сегодня, видимо, день объяснений. Могу я узнать, какое решение? Какое решение, я не понимаю вас. Ну да, мы с ним объяснились, и теперь все снова пришло в порядок. Вы уже говорили с Аркадием? Никак нет. Я еще не успел приготовиться. Надобно же что-нибудь сочинить. Наташа, что это? Продолжение сегодняшнего объяснения, похоже, предмет важный. Я встретил здесь Наталью Петровну. Встретил. Какое проходное место, подумаешь? Да ведь пришел же ты сюда. Я искал тебя. Не хочешь вернуться в дом? Чай готов. Пойдем. Мишель, пойдем чай пить.
Мишель, чай? Да, пожалуйста. Ешь, ватрушки. В твоих Парижах тебе таких не подадут. Наташенька. Горячий. И наливочки такой у вас нету. А Верочка где? Да. Заболела, что ли? Матвей, слушай, А где Алексей Николаевич? Ein, zwei, noch einmal. Liebe Freund. Und sanft. Gut. Und jetzt noch schnell. Wieder und wieder. Up, up. Eins, zwei. Wir stehen zusammen. Gut. Ich glaube, sehr. Hopp. Знаешь, друг мой, твоя жена Наташа, конечно, она прекрасная женщина. И поведение ее до сих пор было самое примерное. Но она молода, Аркаша. А молодость... Я понимаю, что вы хотите сказать, маменька. Вам кажется, что ее отношения с Ракитиным... Сохрани Бог. Я вовсе ничего не думала. А что, Аркаша, он сказал тебе, о чем там у них были разговоры? Маменька, я его не расспрашиваю. Ну и что же ты намерен теперь сделать? Ничего. Как ничего? А вот так, ничего. Признаюсь, меня это удивляет. Конечно, ты хозяин в своем доме. Лучше меня знаешь, что хорошо и что дурно. Однако подумай, какие последствия. Маменька, право, вы понапрасну изволите волноваться. Как хочешь, Аркаша, как хочешь. Я тебя предупредила, свой долг исполнила. А теперь будто воды в рот набрала. Только я должна сказать тебе, ты слишком доверчив, друг мой. Обо всех по себе судишь. Поверь мне, настоящие друзья слишком редки в наше время. Маменька. Все, молчу. Занимайся, я мешать тебе не стану. Я уйду. Да. Капель. И размешай. Да, конечно. Спасибо. Хорошо, нет, блюдца не надо. Я без блюдца. Вам будет лучше. Мишель. Ведь ты у меня в долгу. Я? Как же, ты раз забыл свои обещания? Насчет Наташиных слез и вообще. Ты сказал, что между вами есть тайна, которую ты хотел объяснить. Я сказал тайна. Сказал. Какая же у нас может быть тайна? Был у нас разговор. О чем? И почему она плакала? Ты знаешь, Аркадий, попадаются такие минуты в жизни женщины, самой счастливой. Подожди. Нет, так нельзя. Я не могу видеть тебя в таком положении. Твое замешательство тяготит меня больше, чем тебя самого. Мы же с тобой старые друзья, ты меня с детства знаешь. Ты был всегда со мной откровенен. Позволь тебе предложить один вопрос. Ты ведь любишь мою жену? Ты понимаешь, о чем я? Любишь такой любовью, одним словом, ты любишь мою жену такой любовью,
о которой мужу признаваться трудно. Да. Я люблю твою жену. Такой любовью. Спасибо за откровенность, ты благородный человек. Давай сядем. Обсудим. Я знаю Наташу. Знаю ей цену. Но себе цену тоже знаю. Я тебя не стою, Мишель. Нет, Пожалуйста, не перебивай. Ты лучше, умнее меня, я человек простой. Наташа меня любит, я думаю. Словом, ты ей должен нравиться. Я давно наблюдал ваше взаимное расположение. Я верил вам обоим, пока все не вышло наружу. Что ж теперь делать? Дать Наташе волю? Ну что? Только это надо обдумать. Я уже все обдумал. Я уезжаю. Как? А может, ты и прав. Тяжело нам будет без тебя. Полагаю, ты все придумал верно. Ты мне опасен, брат. Вон, видишь, что я насчет воли-то говорил. Ведь я, пожалуй, не переживу мне без Наташи быть. И еще. В последнее время, брат, я замечаю в ней большие перемены. В ней появилось какое-то постоянное глубокое волнение. Меня это пугает. Я не ошибаюсь? Нет. Ты не ошибаешься. Как же так стряслось, что ты так смешался, когда мы с матушкой застали вас? Вера. Что вам угодно? Ну зачем ты так со мной, Вера? Я виновата перед тобой, прости меня, ради Бога. Встаньте. Нет, я не встану, пока ты меня не простишь. Я знаю, тебе тяжело, но ведь и мне не легче. Вы сегодня так ласковы. Потому что я чувствую свою вину. Вы сегодня так добры. Потому что вы чувствуете себя любимой. Верно. Но зачем нам учить друг друга? Мы должны решить, как выйти из этого трудного положения, как спастись. Он уедет. Оставьте. Вера. Здравствуйте, Михаил Александрович. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Да вы новый сюртук сегодня надели. И что я вижу? Цветок в петлице. Да зачем же? Помилуйте, это очень мило. Кстати, Алексей Николаевич, не странно ли, что мы друг перед другом комедию разыгрываем? Я вас не понимаю. В самом деле? Вы точно не понимаете, зачем я уезжаю? Хотите, я вам скажу? У нас с Аркадием Сергеевичем был довольно важный разговор. Именно после этого разговора я решился уехать. Ему вообразилось, что я... Ну да, что я люблю Наталью Петровну. Не правда ли? Какая странная мысль.
Конечно, его подозрения не имеют никакого основания, но они его тревожат. Знаете, для покоя друзей порядочный человек должен уметь иногда пожертвовать своим удовольствием. Но теперь скажите, что бы вы сделали на моем месте? Вы бы тоже уехали? Может быть. Мне очень приятно это слышать. Алексей Николаевич, вы, может быть, воображаете, что любовь – высшее благо на земле? Я этого еще не испытал, но думаю, что быть любимым женщиной, которую любишь – великое счастье. Дай вам Бог долго сохранить такие приятные убеждения. По-моему, Алексей Николаевич, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь. Погодите, вы, может быть, еще узнаете, как эти нежные ручки умеют пытать. С какой ласковой заботливостью по частичкам раздираю сердце. Узнаете, что значит принадлежать юбке, и как постыдно и томительно это рабство. Но к чему я это все говорю вам? Вы мне не поверите теперь. Спасибо за урок, Михаил Александрович, хотя я в нем и не нуждался. Ну, извините меня, это я так разговорился. Безо всякого повода. Безо всякого повода. Здравствуйте, Вера Александровна. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, господа. А мы с Верой по саду гуляли. Липы так сладко пахнут. Мы надеялись и вас там увидеть. Алексею Николаевичу нельзя было сейчас идти в сад. Он сегодня новый сюртук надел. Конечно. Ведь он у меня всего лишь один, а в саду его, пожалуй, изорвать можно. Вы это хотите сказать? Нет, я совсем не то. Я забыл вам сказать, Наталья Петровна, я сегодня уезжаю. Вы уезжаете? Куда, надеюсь, ненадолго? Как дела пойдут? Смотрите, возвращайтесь скорее. Алексей Николаевич, это ваши рисунки я видела в комнате Коли. Это вы рисовали? Да. А, у вас талант. Я вижу, вы в господине Беляеве с каждым днем открываете новые достоинства. Может быть, тем лучше для него. Однако, мне пора укладываться. До свидания. Но вы же еще проститесь с нами. Конечно, конечно. Михаил Александрович, погодите, я пойду с вами, мне нужно сказать. Вера Александровна, здравствуйте. Это вы, доктор? Что вы, моя барышня, нездорова, что ли? Дайте-ка пощупать пульс. Игнатий Ильич, этот господин, ваш знакомый Большинцов, он точно хороший человек? Отличнейший, честнейший человек. Образец и пример добродетели. Не злой? Добрейший, помилуйте. Это не человек, это тесто. Стоит только взять да лепить. Голубь, а не человек. Вы за него ручаетесь? Как за самого себя. В таком случае вы можете ему сказать, что я готова за него замуж выйти. Только, пожалуйста, поскорее. Ай, да Вера Александровна, то-то я его обрадую, ведь он вас души не чает. Я вас об этом не спрашиваю. Ну, как знаете, Вера Александровна, как знаете, но только вы будете с ним счастливы.
Вера Александровна, я хочу проститься с вами. Мне нельзя здесь остаться. Мое присутствие и так наделало много бед. После моего отъезда, я надеюсь, все опять успокоится. Кружить голову богатым барыням и молодым девушкам не мое дело. А на мой счет не беспокойтесь, я надолго здесь не останусь. Я словно чуму занес в этот дом. Все бегут отсюда. Вернусь в Москву. Своим товарищам стану работать. Все кончено. Вспыхнуло и погасло. Вера Александровна, поверьте, я вас очень полюбил. Отдайте от меня эту записку Наталье Петровне. Я не могу с ней проститься. Да разве вы сейчас уезжаете? Сейчас. Я сейчас отправлюсь пешком. В Петровском подожду Михаила Александровича. Затем в город. Из города я напишу, мне мои вещи вышлют. Видите, все уже слажено. Отдайте Наталье Петровне и скажите. Нет, не говорите ничего. Прощайте. Боже мой. Боже мой. Ну, он даже не захотел проститься со мной. С вами, по крайней мере, он простился. Он не имеет права так уехать. Она раз знает, что он уезжает? Да, знает. Да зачем же он так скоро-то? Ты нездорова, душа моя. Я бы посоветовал тебе отдохнуть. Ты бледна. Послушай меня. Приляг, отдохни. Да. Аркадий, я хотел бы... Мишель, ведь я, кажется, тебя просил. Ты сказал Наташе, что уезжаешь. К чему было так торопиться? Так ты полагаешь, что она от этого пришла в волнение? Прощайте, Наталья Петровна. Что такое? Что с Наташей? С Наташей все хорошо. С вами что? Помилуй, Аркаша, нам сказали, что Наташа дурна. Матушка, вы напрасно в это поверили. Ну что же ты так горячишься, Аркаша? Наше участие понятно. Однако мне пора ехать. Вы уезжаете? Да, уезжаю. Теперь я понимаю. А зачем Алексей Николаевич ушел? Как ушел? Куда ушел? Я не знаю. Взял фуражку, поцеловал меня и ушел. Я его ждал, а теперь час русского урока. Ну, вероятно, сейчас вернется. Он не вернется. Он тоже уезжает в Москву. Как в Москву? Что, сегодня все с ума сходят, что ли? Между нами Верочка в него влюбилась. И он, как честный человек, решился удалиться. Ничего не понимаю. Голова кругом идет. Все разлетаются кто куда, как куропатки. И все потому, что честные люди? Все разом. Да. Все в один день. Как же ты? Матушка, я вас только прошу, не беспокойте Наташу. Я тебя провожу. Матвей! Матвей!